Во вселенной Пожиратель звезд время течет иначе. Пока одни живут и умирают в пределах одной эпохи, другие сражаются на просторах космоса тысячелетиями, преодолевая законы судьбы. Ло Фэн – прекрасный тому пример. Он странствует по бескрайним мирам, вступает в схватки с королями, поднимается все выше, шаг за шагом приближаясь к бессмертию. Но за величием подвига всегда стоит цена. Пока Ло Фэн сражается, его жена Сюй Синь ждет его тысячи лет, одна, под безмолвным звездным небом. В ее сердце давно потухли дни и ночи, растворенные в ожидании. Когда-то рядом с ней был муж, семья, дети, дом, наполненный смехом. Теперь лишь холодная тишина. И чем выше поднимается Ло Фэн, тем сильнее чувствуется пропасть между его судьбой и миром, который он оставил позади. Его путь – это путь величия, но и одиночества. А история Сюй Синь – это не просто ожидание, это история любви, пережившей время, боль и даже смерть. Почти 6000 лет Ло Фэн проходил испытание Звездной башни. В безграничном звездном небе 6000 лет могли считаться лишь мгновением для великих бессмертных. Но для Сюй Синь эти 6000 лет стали бесконечной жизнью, наполненной одиночеством и отчаянием. Когда-то она была любимой женой Ло Фэна. Вместе они делили бесчисленные мгновения счастья и тепла. Но когда Вселенная продолжала расширяться, а звезды одна за другой сгорали в молчании, она лежала в пустой постели, чувствуя, как ее сердце становится пустым от отсутствия того, кого она когда-то держала так близко. С тех пор, как Ло Фэн вошел в легендарную Звездную башню, таинственное место испытаний, созданное самим древним владыкой горы Цзо Шаньке, его фигура полностью исчезла из внешнего мира. Ни вестей, ни сообщений, даже следы его ауры. Для Сюй Синь каждый день превращался в пытку. Она сидела у окна своей резиденции, глядя в море звезд и шептала, жив ли еще Ло Фэн, или он погиб где-то в бесконечной пустоте, и его свет погас навсегда. Однако Вселенная не остановилась ради чьей-то печали. Когда началась новая арка Пожирателя звезд, все взгляды обратились к великолепной и смертельно опасной Звездной башне. Этот древний артефакт наконец пробудился. Внутри собрались сотни тысяч бессмертных королей, гении со всех углов Вселенной. В тот момент, когда башня открылась, битва вспыхнула с небывалой силой. Говорили, что в этот раз почти все величайшие силы от человеческой расы до механических существ и зергов отправили своих сильнейших бойцов, чтобы сразиться за таинственные сокровища, скрытые внутри. В центре этого космического шторма стоял один человек – Ло Фэн, король речного клинка. Тот, кто когда-то победил знаменитого короля фиолетового колокола и 18 верховных бессмертных на поле боя внешнего мира. Но теперь в недрах Звездной башни он столкнулся с испытанием, которое превосходило все, что было прежде. Хотя его нынешний ранг был ниже, чем у многих собравшихся королей бессмертных, сила его убийственных ударов была непревзойденной. Сотни тысяч бессмертных королей сражались за господство. Это было грандиозное зрелище разрушения и блеска. Среди этого хаоса возникали и рушились союзы, словно волны в буре. Десятки тысяч воинов из разных рас временно объединились, откладывая личные счеты ради выживания. Но, как всегда, предательство было всего лишь в одном шаге. Среди новых противников Ло Фэна были непобедимые короли других рас, существа, чья мощь могла соперничать даже с его учителем. Король Семи Мечей был потрясающим гением. Его мечи двигались в идеальной синхронности, звучали как небесная симфония смерти. Нань Чэнь, королева зергов, богиня войны, чья красота могла уничтожать империи. Пока Ло Фэн был погружен в этот космический бой, далеко, в этих залах-поместьях семьи Ло, страдания Сюй Синь достигли предела. Однажды перед ним вспыхнул луч света, задержанное сообщение, которое Ло Фэн отправил перед входом в Звездную башню. Дрожащими руками она открыла его, и воспоминания хлынули потоком. Их смех, их дети, их общие мечты, все, что делало ее жизнь полной, ожило перед ее глазами. В конце послания была лишь одна строчка: «Если ты долго не получал от меня вестей, значит, я, скорее всего, пал». Эта фраза разрушила ее мир. 6000 лет она ждала, веря в его возвращение. И теперь эта хрупкая надежда рассыпалась в прах. Боль была невыносимой. Слезы текли по ее лицу, когда она прижимала устройство к груди, снова и снова шепча его имя.
В тот момент сильная некогда Сюй Синь сломалась. Она подняла меч, символ своей гордости и силы, и переломила его пополам, словно разрывая последнюю связь с человеком, которого любила. Но судьба всегда полна иронии. Когда она рухнула, не в силах вынести горе, далеко в глубинах Звездной башни Ло Фэн еще сражался, живой, истекающий кровью, но несгибаемый. Его решимость горела ярче любой звезды. Для него смерть никогда не была вариантом. Каждый его удар был ради тех, кого он оставил позади, ради Сюй Синь, ради земли, ради всего, что он любил. Не ведая об этом, Сюй Синь не знала, что испытание Ло Фэна было не просто битвой за выживание, а проверкой, устроенной самим отшельником, богом-королем Цзинь, высшим существом, преобразившим и землю, и клан Ян Шэнь. Звездная башня была его созданием, место, где он искал достойного наследника. Путь Ло Фэна через башню стал ключом к открытиям древних тайн, истинной истории Земли и судьбы, ожидавшей его за пределами смертности. Когда начались последние этапы испытания, появились новые фигуры. Старший ученик владыки горы Пути, наблюдавший за всеми, кто входил. Его спокойный, непостижимый взгляд следил за продвижением Ло Фэна, проверяя не только силу, но и сердце. Только тот, кто мог вынести отчаяние, одиночество и утрату, был достоин наследия Цзо Шаньке. И Ло Фэн, прошедший 6000 лет одиночества в башне, доказал, что его воля неуничтожима. Когда он, очищенный и преобразившийся, наконец вышел наружу, он уже был не просто королем, он стал чем-то большим, существом, способным переписать саму судьбу. Тем временем на земле трагедия уже разыгралась. Отчаяние Сюй Синь привлекло внимание врагов Ло Фэна. Считая его мертвым, они начали нападать на семью Ло, стремясь уничтожить все, что он построил. Дом погрузился в хаос, когда на гордое имя обрушилось давление множества враждебных сил. И когда кризис достиг пика, когда последняя надежда угасла, небеса рассекли луч божественной энергии, знакомая аура распространилась по звездам, та, которую враги не могли забыть. Ло Фэн вернулся. Его возвращение было подобно пришествию Бога. Его сила, закаленная 6000 лет испытаний в Звездной башне, превзошла все представления. Одного его взгляда хватило, чтобы враги оцепенели от страха. Одним взмахом клинка он уничтожил тех, кто осмелился угрожать его семье. Вселенная вновь содрогнулась, но на этот раз не от хаоса, а от благоговения. И когда он стоял под бесконечным небом, глядя на лицо Сюй Синь, покрытое слезами, все годы разлуки, боли и молчания исчезли. Долгое ожидание, разбитое сердце, 6000 лет одиночества. Все завершилось его возвращением. В этот момент история Ло Фэна и Сюй Синь достигла новой вершины. Не трагедии, а возвышения. Любовь, стойкость и судьба переплелись под тем же звездным светом, что когда-то был свидетелем их клятв. Когда арка Звездной башни подошла к концу, осталась одна истина. Даже во Вселенной, наполненной богами и чудовищами, ничто не горит ярче человеческого сердца. И теперь, когда Ло Фэн поднялся выше бессмертных королей, а преданность Сюй Синь стала вечной, началась новая глава. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о такой судьбе Сюй Синь, жены Ло Фэна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!